8 месяцев назад мы выпустили видео, в котором сказали вам, что биткоин будет стоить 100 тысяч долларов после четвертого халвинга, который прошел в апреле этого года. И на это действительно были веские причины, ведь во-первых, халвинг сократил выпуск новых монет на рынок, что повысило дефицит, а во-вторых, биткоин продолжил следовать историческим циклам, в которых после фазы накопления начинается активный булран, из-за чего биткоин уже успел вырасти на 100% с локального дна в августе, и до пробоя 100 тысяч ему не хватило буквально 500 долларов. Конечно, для этого понадобилось не 40 дней, а около 8 месяцев. Тем не менее, в долгосрочных рамках это не имеет значения, ведь по итогу мы все равно пришли к той цели, которую ждали еще с начала года. Но несмотря на то, что биткоин вплотную приблизился к долгожданному уровню 100 тысяч, хотя возможно в момент публикации видео он уже его пробил, рынок альткоинов остается под большим вопросом. Это связано с тем, что за последний месяц лишь единицы из топ-100 в общем рейтинге смогли вырасти в 2, максимум в 3 раза. Но ни о каких 10 или 20 иксах, которые были в 2018 году, и речи не идет. Следовательно, все задаются вопросом, а будет ли альт-сезон 2.0 после того, как биткоин пробьет 100 тысяч, и если да, то какие монеты стоит покупать. Ведь многие криптоинвесторы до сих пор ищут те токены, которые могли бы принести более 100 иксов во время того самого альт-сезона. И как раз таки сегодня в ролике мы подробно разберем, что вообще такое настоящий альт-сезон и почему ваши монеты не приносят вам желаемые иксы. Также я вам покажу, какие секторы крипторынка сейчас получают самый большой приток капитала и какие токены входят в эти секторы. Также мы уделим время биткоину, поскольку сейчас приближается рекордный дефицит монет на биржах, из-за чего он пробьет не только 100, но и возможно даже 120 тысяч до конца этого года. Еще мы разберем слухи вокруг снятия блокировки криптовалюты в Китае, которые сейчас активно обсуждают, и обсудим все важные события прошедшей недели, которые продолжают оказывать влияние на криптовалюту. Но главный упор мы все-таки сделаем на альты, поэтому настоятельно рекомендую досмотреть до конца, потому что если вы желаете инвестировать в перспективные монеты, сегодняшняя информация вам 100% будет полезна. Так что с вас лайк авансом, и когда мы наберем 1500 лайков, вас будет ждать большой топ монет на декабрь 2024 года. Ведь те монеты, которые мы советовали покупать в ноябре, уже показали самые высокие проценты прибыли. За лайки вам как всегда спасибо. Меня зовут Влад, мы начинаем. Что ж, дорогие друзья, рад вас видеть на канале Coin22, где сегодня мы подведем итоги этой насыщенной недели и разберем, что нас будет ждать на следующей, и как это повлияет на крипторынок. Но сразу хочу вам напомнить, что все актуальные новости, события, отчеты и все самое важное мы сперва публикуем в нашем телеграм-канале, где мы всегда остаемся на связи. Поэтому, чтобы в будущем не пропускать информацию, на которую вы можете заработать вместе с нами, обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. А мы давайте сразу перейдем к главной теме ролика, которая касается альткоинов. Как я сказал в начале, всех интересует вопрос, почему альткоины, особенно из топ-100, не фиксируют такие проценты роста, как это было в 2018, 2020 или 2021 годах. Ведь по факту на фоне такого активного роста биткоина, альты вообще должны были улететь на Луну. На самом деле на этот вопрос я давал ответ еще 4 месяца назад, в ролике под названием «Альт-сезона не будет». Если вы не смотрели это видео, я сейчас вкратце максимально понятно все объясню. По факту настоящий альт-сезон – это цикл на рынке, когда доминация биткоина падает ниже 50%, и 75% из 150 альтов превосходят рост биткоина за последние 90 дней. Да, именно так выглядел классический альт-сезон, который был ранее, когда всеми известные базовые альты, как, например, Solana, AVAX, Polkadot или другие, росли на 1000% за очень короткий промежуток времени. Но, к сожалению, сейчас это физически невозможно. За последние 5 лет капитализация многих альтов очень сильно выросла, эмиссия увеличилась, и на рынке появилось гораздо больше новых монет. И если раньше для пампа какого-нибудь токена с капитализацией в пару сотен миллионов долларов было достаточно повысить приток капитала на 100-200 тысяч, то сейчас для этого нужны миллиарды долларов, если мы говорим про монеты из 150 и тем более выше. Следовательно, если вы покупаете ту же Solana с расчетом на то, что она даст 5 или 10 иксов в ближайшем цикле, то нужно понимать, что это нереально для такой тяжелой монеты. Также классический альт-сезон невозможен по причине доминирования биткоина, ведь, как вы можете заметить, основной приток капитала, который доходит до 1 миллиарда долларов в день, идет именно в него. Но давайте сразу обозначим, что это не значит, что рынок расти больше не будет. Конечно же будет. Я лишь пытаюсь сказать, что за последние годы рынок изменился, и, к сожалению, доходность старых монет, которым доверяют инвесторы, очень сильно упала. И получать сейчас 2-3 икса это хорошо, а 5-10 это просто идеально. Но нужно понимать, что только в долгосрочной перспективе. Тем не менее, называть рост монет альт-сезоном или просто бычьим рынком не столь важно. Главное понимать, на что мы можем рассчитывать и какие же токены лучше всего покупать. Давайте именно это и разберем. Вначале я сказал, что покажу, какие секторы рынка сейчас на хайпе,
Так вот, если следовать последним данным, то сейчас 50% всего рынка фокусируется на мемкоинах и монетах ИИ, а также до 10% приходится на DeFi токены. Давайте начнем с мемов. Мемы очень сильно привлекают внимание инвесторов, потому что именно они могут фиксировать наибольшие проценты прибыли среди других токенов. И здесь я бы хотел вспомнить наш ролик про начало суперцикла мемов, который выходил месяц назад, как раз таки перед активным ростом. Тогда я вам объяснил, что многие инвесторы просто перестали видеть перспективы в утилитарных токенах, на которых зарабатывают фонды, и перенаправили свое внимание на мемы. Честно говоря, я никогда не был против мемов, но только если мы говорим о таких монетах как Доги, Шиба, Пепе и другие с приближенной капитализацией. Именно их я и советовал вам покупать в ролике про циклы мемкоинов. Но вот эти токены, которые находятся на дне рынка и манят инвесторов возможностью получить 1000% на ровном месте, я советую обходить стороной, ведь они очень рискованные. Тем более их нельзя купить на крупных биржах, где есть большая ликвидность. Таким образом, в предстоящем продолжении бычьего рынка, если вы планируете покупать мемы, то лучше обратить внимание как минимум на Доги и Шибу, которые по последним данным сейчас накапливают киты. Например, у Доги есть большие шансы, чтобы пробить 50 центов и продолжить восходящий тренд. И как сообщил аналитик Джеймс Потс, пик может быть достигнут примерно 19 января 2025 года. Я считаю, что этот цикл принесет Dogecoin один из самых больших приростов на сегодняшний день, поскольку процент роста в каждом предыдущем цикле увеличивается. И это может быть уровень выше $2, если следовать коррекции Фибоначчи. Тем более не стоит забывать, что Dogecoin поддерживает Илон Маск, который сейчас активно сотрудничает с Трампом. Что касается токенов ИИ, то на этой неделе Nvidia объявила о выручке за третий квартал в размере $35 миллиардов, что на 17% больше, чем в предыдущем квартале. Это, конечно же, положительно повлияло на токены ИИ, которые показали от 10 до 30% роста за неделю. Но моими фаворитами, которые я продолжаю накапливать в долгосрок, остается NIR, который тесно сотрудничает с самой Nvidia, ICP, Render, главный партнер Apple, ну и конечно же FED. Ну и дополнительно можно рассмотреть Injective и Graph, который я советовал покупать еще в начале года. Принцип покупки остается прежним, а именно накапливаем постепенно в диапазонах сильной поддержки с повышенным торговым объемом. Ведь если вы купите сразу на всю сумму и на одном уровне, то у вас не будет возможности для усреднения, а в долгосрочных временных рамках это очень важно. Но если сейчас, в такое самое лучшее время для заработка на крипторынке, у вас не получается найти подходящие уровни для покупки монет или определить лучшие диапазоны для продажи, вы можете воспользоваться нашей подпиской Coin22 Pro, где всю эту работу за вас сделает команда профессиональных аналитиков, а вы просто получите готовые точки входа, на которых заработаете. Как, например, наши участники. От 80% на росте TIA, от 70% на лонгах NIR, от 75% на пампе Bitcoin Cash и еще на многих других сделках, которые были опубликованы на этой активной неделе. Огромный плюс нашей подписки — это не только прибыльные сделки, но и полноценное практическое обучение, где уже с первых дней вы сможете открывать сделки своими руками в сопровождении экспертов. И первой вашей прибыльной сделкой может стать биткоин, на который сегодня все участники получили точки входа. Также мы индивидуально для каждого формируем спотовый портфель для заработка в долгосрочной перспективе. Всем участникам доступна поддержка 24/7 и дополнительно у вас будет возможность консультироваться с личным менеджером по всем вопросам, которые касаются инвестирования и торговли. Поэтому пока рынок дает такую отличную возможность зарабатывать, ее точно не стоит упускать. А чтобы стать участником Pro и получить сделку по биткоину, переходите и напишите нам по ссылке в описании. Кроме ИИ токенов и мемов, почти 10% рынка приходится на DeFi. Простыми словами, DeFi это монеты, которые имеют свой блокчейн и внутреннюю экосистему с различными приложениями. Так вот, из этого сектора я 100% выделю Solana, которая на этой неделе пробила новый исторический максимум. И старые холдеры Solana знают, насколько это важное событие после краха биржи FTX. Такой рост был зафиксирован на фоне предстоящего ухода Генслера, который официально подтвердил, что покинет свой пост главы SEC в следующем году. А это, в свою очередь, увеличивает шансы на одобрение новых ETF. 21 ноября Чикагская биржа опционов подала 4 специальных заявки 19B4 на запуск Solana ETF от известных компаний, таких как Bitwise, VanEck, 21 Shares и Canary Capital. При этом Bitwise уже запустила Trust Fund для спотового ETF Solana 20 ноября. Когда стало известно об уходе Генслера, киты быстро начали выводить Solana с бирж несколькими партиями по 3, 5, 8 и 12 миллионов долларов. Сеть Solana имеет общий TVL в размере
9,2 миллиона долларов, что на 73% выше, чем у блокчейна BNB Chain, который имеет активы на сумму 5,3 миллиардов. Ажиотаж вокруг мемкоинов привел к рекордной активности децентрализованных приложений на сети Solana. И в прошлом ролике я советовал купить Solana тем, кто еще не успели этого сделать, на откате, около уровня 230 долларов. Сейчас начинается формирование сопротивления, поэтому если вы до сих пор не добавили Solana в свой портфель, то покупайте вот в этом диапазоне, ведь Solana имеет все шансы, чтобы стать третьей монетой по капитализации и составить уверенную конкуренцию эфиру. Еще из токенов DeFi обязательно изучите SUI, который также пробил свой исторический максимум. Помните, я советовал вам купить эту монету, когда за нее взялся фонд Grayscale. Так вот, буквально пару дней назад SUI заключил партнерство с большим фондом Franklin Templeton. Это партнерство будет отдавать приоритет поддержке экосистемы разработчиков. Конечно, ни одна из сторон не опубликовали много информации об этом партнерстве, но я уверен, что со временем мы получим больше подробностей, которые, конечно же, положительно повлияют на эту монету. А для покупки я предлагаю рассмотреть вот эти первые диапазоны, ведь поддержка от фондов – это один из главных катализаторов, который сильно влияет на цену. Также в лидерах роста недели мы можем найти Uniswap, который я вам советовал покупать перед выборами в США. По данным CoinGlass, открытый интерес Юни за последние сутки резко вырос на 25%, и впервые с апреля этого года его стоимость достигла 188 миллионов долларов. Такой активный рост показателя OE говорит нам о сильном интересе со стороны инвесторов, которые покупают эту монету. Сейчас цена стремится выйти из-под давления вот этого сопротивления, но скорее всего для продолжения роста потребуется консолидация вот в этом диапазоне, где можно будет купить Юни. Как вы можете заметить, те монеты, которые мы советовали вам покупать месяц и более назад, сейчас показывают самые лучшие результаты. Также в комментариях меня часто спрашивают про токен INA, который я рекомендовал вот в этом топе. Сейчас мы также видим формирование сильного сопротивления, и для снижения рисков лучше подождать небольшого снижения, чтобы можно было купить, ведь потенциал у этой монеты очень хороший, так как ранее я вам рассказывал, что в нее инвестирует даже фонд Fidelity, и данный проект даже поддерживает BlackRock. Конечно, в одно видео сложно добавить все перспективные токены, поэтому мы и хотим сделать для вас большой топ, когда вы наберете 1500 лайков. В целом сейчас многие альткоины хорошо растут, но те монеты, которые мы сегодня разобрали, продолжают и будут продолжать занимать лидирующие позиции среди самых прибыльных токенов. Но как мы сегодня разобрали, ожидать от них 100 иксов не стоит. В принципе, как и от других, ведь, к сожалению, мы не в 2021 году. Из последних важных событий, которые нам стоит разобрать, я бы выделил назначение нового министра финансов США, Скотта Бессента, который активно поддерживает криптовалюту. И, кстати, о том, что Бессент займет пост министра финансов, мы говорили вот в этом видео. И я думаю, для рынка это хороший катализатор, когда министр финансов первой экономики мира поддерживает биткоин и криптовалюту. Также сейчас прокриптовалютные республиканцы, как, например, Синтия Ламис, продвигают идею продать золото США и купить на эти деньги биткоины, чтобы создать резерв, который необходим для снижения госдолга. Но, думаю, такое даже Трамп не позволит сделать, ведь несмотря на растущую популярность биткоина, он все равно еще остается молодым, высоковолатильным активом. Что касается шумихи вокруг того, что Китай снял запрет с крипты, то все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Все началось после того, как Шанхайский суд официально заявил, что в Китае законно владеть биткоином и криптовалютой, и что они обладают всеми характеристиками, позволяющими считаться имущественными активами. В этой статье прямо написано, что в Китае хранение криптовалют частными лицами не может считаться незаконными. Однако китайским коммерческим организациям не разрешается участвовать в инвестициях в крипту или выпускать токены. На самом деле Китай считает криптовалюту угрозой финансовой стабильности, поэтому считает коммерческую деятельность, связанную с криптой, незаконной, по крайней мере на территории материкового Китая. Но по факту китайцы и так пользуются криптой, несмотря на все запреты. Вот только учитывая строгие правила Китая, то правительство очень не скоро официально разрешит покупать криптовалюту обычным людям, так что не стоит спекулировать на этих слухах. Ну а закончим мы это видео разбором биткоина, ведь по последним данным CryptoQuant, биткоин может пробить 180 тысяч до конца следующего года. Текущий показатель резерва бирж биткоина составляет 2,5 миллиона монет. Это самый низкий уровень, зафиксированный во время этого рыночного цикла. Аналитик фирмы спрогнозировал цену биткоина в диапазоне от 100 до 120 тысяч к концу этого года или к началу следующего, до того как Трамп придет в Белый дом. Основатель Таймио предположил, что к концу 2025 года биткоин может пробить 180 тысяч, поскольку на рынок все больше приходит крупных инвесторов. Также аналитик заявил, цена биткоина может удвоиться во время этого бычьего цикла и потенциально может пробить уровень 180 тысяч. Это займет время, и вероятно мы это увидим ближе к концу 2025 года. В целом это вполне логично, ведь с каждым годом монет становится все меньше и меньше, а спрос от фондов все больше и больше. С такими темпами BlackRock вместе с Sailor
трейдерам могут скупить все монеты и стать настоящими монополистами. А поскольку биткоин больше нельзя напечатать как доллар или выкопать как золото, его дефицит может привести к очень большому росту. Сейчас цена биткоина приближается к уровню 100 тысяч, где трейдеры выстроили стену продаж на 300 миллионов долларов. Если посмотреть на график, то можно увидеть большую стену ордеров на продажу на уровне 100 и 103 тысячи. Тем не менее, если посмотреть на книгу ордеров биткоина, то можно увидеть хорошую возможность покупки биткоина на спаде во время этих выходных, поскольку в субботу и воскресенье фонды не работают и торги на биржах закрыты, из-за чего приток капитала в ETF не идет. Тем временем карты ликвидации биткоина от CoinGlass показывают, что 99,5 тысяч – это уровень, при котором шорт-сделки попадают под давление, и они могут быть ликвидированы, поскольку основная часть трейдеров используют 50 и 100 плечо. Как правило, такие позиции являются низкодоходными, которые подвергаются быстрой ликвидации, поэтому при сильном скачке рынка вверх они легко ликвидируются, что соответственно усилит рост биткоина. Следовательно, с понедельника приток биткоина от фонда восстановится, и мы вероятнее всего наконец-то пробьем 100 тысяч. При этом шорт-сквиз может сразу привести к росту до уровня 105 тысяч. Поэтому завтра и на протяжении всей предстоящей недели мы будем внимательно следить за тем, сколько и когда биткоинов купил BlackRock и другие большие фонды. И эти важные данные мы будем оперативно публиковать в нашем телеграм-канале. Так что не забудьте подписываться, жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, а в комментариях напишите, какие монеты вы покупаете на этом бычьем рынке, а также можете задавать любые ваши вопросы. Вам, как всегда, желаю удачи и максимально прибыльной следующей недели. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч!